Всем привет! Спит Аленыч у нас там, да, одела мать. И решила, что я никуда не еду. Я тут тарахтю, как не знаю кто. Да, он тут тарахтит, как не знаю кто. Он собирает, короче, я там собиралась просто по место поехать, но потом передумала. Вот, он собирает камин, собирает. Поэтому не обращайте внимания, у нас тут немного бардачок. Вот, мы решили к Новому году сделать. Точнее, я хотела сделать из коробок картонных камин. Андрюха, говорю, принеси мне коробки картонные. В итоге он, да, принесу, потом что-то думал. И такой говорит, давай я тебе его сам соберу, этот камин из гипсокартона, ну, из профилей, сделаю хороший. Я-то хотела на время сделать, ну, как для Нового года чисто украсить. А он решил, короче, постоянный сделать, такой прям нормальный. Он его к стене там будет прикручивать. Вот. Он такой грохотает, тут сверлит. А Аленке хоть бы что, он спит, и ей все равно. Вот. Аленыч? Ой, Полиныч. А я тебя Аленыча назвала. Вот. Ну чё? Ничего. Да, вот у нас поэтому тут идет производство. Алена одетая, потому что я уже, как говорила, вначале собиралась ехать. Что? В одно место. Вот, и передумала потом. И сама оделась, и детей одела. Потом в итоге Андрюха сказала, я посижу с малыми, езжай одна. Но потом я и одна не поехала никуда. Вот такая у нас теперь будет красота. Мы потом будем его декорировать. Да елки-палки. Что, все, то ниже, то выше? 3 теперь не хватает миллиметра. Вот зараза. Еще чуть-чуть попить. Гля, там и кот рядом с ней улегся. Мне кажется, тут бы, блин... Я бы проснулся. Да, и ты бы проснулся. Ты, учитывая, что как ты крепко спишь. Будильник никогда. Мне понравилось, сегодня ночью у него будильник звонит. Я ему говорю, Зай, отключи, выходной же. Он, чё, и дальше главное спать. Что-то там, хорошо, и дальше поворачиваться и спать. А будильник звонит. Я говорю, Зай, будильник отключи. Нормальный ты вообще, ты его так и не отключил. А кто его отключил? Ты его что-то там не то нажал и положил рядом с собой. Он опять звонит. Ты дальше опять дрыхнешь. Ты вообще, блин, какой-то непробивной. Пока я уже не психанула, не наорала на тебя. Ну выключи этот будильник, тогда ты только что-то там пошевелил его. Какого фига он вообще у тебя на 6 утра стоял? Да я ж откуда знаю. Чего он у меня на 6 утра стоял? Это. Вот так. Следующую также. Ее обрезать вот так надо? Да. Сейчас на 25 ее. В общем, у него тут такой план гениальный. Он тут уже так все распланировал. Полочку сверху делать. А декорировать чем, ты говоришь, будем? Пенопластом? Да. А его надо будет раскрашивать, да? Его не надо будет раскрашивать, его надо будет резать. Ну, а потом кирпичики эти раскрашивать. Ну да. Типа он кирпичный. Я думал, раскрашивать, это крошить. Не, ну, я имела в виду разукрашивать цветом. Его надо будет покрасить. Да. Хочешь в красный, хочешь в какой хочешь. Красный. Да что-то сильно ярко красный. Я даже сама не знаю. Надо в интернете посмотреть, какие Я есть. бы сделал под камень. Под камень? Да. Ну, не знаю. Посмотрим. Я сейчас в интернет залезу, посмотрю, какие есть идеи. Что может? Были остатки этого. Профиля, да. Я из него и фигачу все. И гипсокартон у нас там остался тоже. Точнее, нам одного листа вот сюда не хватило по линии в комнату. Но не хватило по той простой причине, что там совсем буквально, сколько там не хватило? Сантиметров 10, а тот лист, который у нас остался, он немножко меньше. Но на камин его хватит, да? Да. И плюс у нас еще кусочков много осталось. А собирать вот эту вот стену, Полины, в комнате из кусочков, это вообще не выход. Проще купить... Не соберем. Не соберем. Проще купить целый лист. Но из-за целого листа как бы доставка дороже будет стоить, чем лист. Поэтому мы все и тянем с этим. Пока нам еще что-нибудь не понадобится крупное, чтобы поехать тогда и забрать сразу гипсокартона, да?
Ладно, пошла я обед делать. Ага. Рисует художник. Ты что, левша? Алена, рисуй другой ручкой. Другой ручкой рисуй. Возьми в другую ручку. Ален. Да, давай в другую ручку возьми. Вот. Вот так. Молодец. Вот так надо писать, да. А вот здесь порисуй. Вот здесь. На, вот здесь. Нет, здесь надо. Ну ладно. Ой, ты кадр маленький. Смотри, как я нарисовала, мам. Ты рисуешь, да? Ты рисуешь. Молодец, Поля. Ты рисуешь, да? Вот коляка какая. Вот и кипит у папы до сих пор. Да? Он уже каркас сделал, сейчас обшивает. Ален, ты что там грызешь? Зачем тебе плоскогубцы? Они грязные. Плоскогубцы, а? Нельзя их только в рот брать. Ладно, мы тут пылесос приготовили, потому что от гипсокартона мусорно. Сейчас. Включи его. Пылесос сразу затягивать. И Стелла тут как тут боится. Ты боишься? Ты сокуха? Ты сокуха? Сейчас к нам еще гости придут. Да? А ты их до этого звал, да? А чего не сказали? Не вариант? Почему сказали придем? Я думала, ты... Они сказали, типа, не придем, а сейчас они звонят, говорят, мы придем. Да? Да? Лен, там грязно. Давай, мама будет сейчас тогда пылесосить. Да. Давай. Раз уж тут пылесос я принесла. Сейчас. И такая милая, хомяк такой мой маленький хомячок. Щекастый. Нет. Пошли оттуда выходить, давай. Вот это ты... Ты чё там, зай? Заглядываешь так странно. Смотрю, ровно, неровно. Так думаю, что ты разлегся тут. А сюда сверху Андрюха придумал не обшивать гипсокартоном, а купить... Как эта фигня называется, Зай? Да полочку обыкновенную. Ну да, и положить, короче, чтобы она вот так вот чуть выпирала сюда и сюда. Подвинься. В общем, будет красиво, я надеюсь. Ну, я, короче, пока придумала, что он будет типа белого кирпича сделанный. Ну, мы его так задекорируем. Типа из белого кирпича. Ну, а там, может, еще 100 раз передумаем, да? Да. Еще, думаю, может, стенку выложить так же, типа кирпича сделать. Тут же. Продолжить. Ну, посмотрим. В общем, все вокруг тебя столпились, всем все надо сразу, понимаешь? Один кот с Полиной. Мне интересно. Что ты там, дочь? Да? Вот и кипит у папы до сих пор. Да? Он уже каркас сделал, сейчас обшивает. Ален, ты что там грызешь? Зачем тебе плоскогубцы? Они грязные. Плоскогубцы, а? Нельзя их только в рот брать. Ладно, мы тут пылесос приготовили, потому что от гипсокартона мусорно. Сейчас. Включи его. Пылесос сразу затягивать. И Стелла тут как тут боится. Ты боишься? Ты сокуха? Ты сокуха? Сейчас к нам еще гости придут. Да? А ты их до этого звал, да? А чего не сказали? Не вариант? Почему сказали придем? Я думала, ты... Они сказали, типа, не придем, а сейчас они звонят, говорят, мы придем. Да? Да? Лен, там грязно. Давай, мама будет сейчас тогда пылесосить. Да. Давай. Раз уж тут пылесос я принесла. Сейчас. И такая милая, хомяк такой мой маленький хомячок. Щекастый. Нет. Пошли оттуда выходить, давай. Вот это ты... Ты чё там, зай?
Заглядываешь так странно. Смотрю, ровно, неровно. Так думаю, что ты разлегся тут. А сюда сверху Андрюха придумал не обшивать гипсокартоном, а купить... Как эта фигня называется, Зай? Да полочку обыкновенную. Ну да, и положить, короче, чтобы она вот так вот чуть выпирала сюда и сюда. Подвинься. В общем, будет красиво, я надеюсь. Ну, я, короче, пока придумала, что он будет типа белого кирпича сделанный. Ну, мы его так задекорируем. Типа из белого кирпича. Ну, а там, может, еще 100 раз передумаем, да? Да. Еще, думаю, может, стенку выложить так же, типа кирпича сделать. Тут же. Продолжить. Ну, посмотрим. В общем, все вокруг тебя столпились, всем все надо сразу, понимаешь? Один кот с Полиной. Мне интересно. Что ты там, дочь? Да? Вот что у нас Андрюха заделал. Полина тут на день 150 раз наряды меняет, ходит. А вот, короче, вот такой каркас он пока только сделал. Ну, Полин, ну, пожалуйста, не бегай тут. Вот, и уехал на работу, его вызвали. Ну, как, вызвали он, не знаю, вызвали, не вызвали, сам поехал. Короче, в ночь ему там что надо сделать, когда именно там будет закрыто все. Я так поняла, магазин, нельзя его так отключать днем, вот, поэтому он на ночь поехал. Вот. Ну, уже каркас готов у нас. Осталось его обшивать, он даже чуть-чуть начал уже вон гипсокартоном обшивать. Вот. И осталось чистоперед обшить. И внутри верхнюю эту вот стену закругленную. За диваном. Вот говнючка стояла. Так, сейчас я проверю, что она там делает.